Эти ошибки в Турции совершает почти каждый новичок, и в результате впечатления от отдыха в отеле с системой «все включено» могут сильно испортиться. Кто-то любуется из окна бетонной стеной вместо прекрасного пейзажа, кто-то узнает, что вдвое переплатил за экскурсию, а кто-то ходит в постоянном напряжении вместо того, чтобы по-настоящему отдыхать. Как же избежать неприятных моментов? Смотрите мое видео до конца. Я разберу 10 популярных ошибок новичков в Турции и расскажу, как их предотвратить. Ошибка номер 1. Не узнать заранее, что означает вид на окрестности. При выборе тура в Турцию многие смотрят только на цену и внешний вид номера. А зря. Важно выяснить, куда будут выходить ваши окна. Фраза «вид на окрестности» звучит вполне безобидно, но за ней может скрываться что угодно. Иногда это красивый городской или природный пейзаж, а иногда шумная дорога, хозяйственный двор, парковка или место разгрузки продуктов. Если для вас важен спокойный сон и приятный вид, лучше заранее посмотреть фотографии или изучить отзывы туристов и уточнить, куда именно могут выходить окна. Ошибка номер 2. Не подготовиться к раннему приезду. Во многих турецких отелях официальное заселение начинается в 14 или даже в 15 часов. Если номер готов раньше, вас могут заселить сразу, но полагаться на это не стоит. Если ваш самолет прилетает в Турцию утром, положите купальник, шорты, пляжную обувь и солнцезащитный крем так, чтобы их можно было быстро достать из чемодана. Тогда, приехав в отель, вы спокойно переоденетесь и сразу отправитесь отдыхать у моря или бассейна, вместо того, чтобы несколько часов ждать ключи на ресепшн. А если вы хотите спать, то будет гораздо приятнее сначала искупаться, а затем растянуться и подремать на шезлонге, чем сидеть и клевать носом на диване в лобби. Ошибка номер 3 – полностью отказаться от чаевых. Давать чаевые никто не обязан, но все-таки полезно знать, что в Турции это действительно работает. Небольшая благодарность сотрудникам иногда помогает быстрее получить комнату, улучшить категорию номера или просто сделать так, чтобы к вам относились более внимательно. Сколько оставлять чаевых и в какой валюте? Для любого сотрудника, будь то горничный, официант, носильщик и так далее, $1-2 за услугу будет вполне достаточно. Если у вас нет мелких долларов или евро, вы всегда можете разменять их на ресепшн или же оставлять чаевые в турецких лирах и даже в рублях. Сотрудники сами разберутся, как им поменять валюту, если это будет необходимо. Никто не говорит, что вы должны давать чаевые. Нет возможности – не нужно. Но если вам не жалко пары долларов, то проверьте, какие чудеса они могут творить в Турции. Ошибка номер 4 – покупать сувениры только на территории отеля. Многие туристы, особенно в первую поездку, не решаются выйти за пределы отеля, поэтому они тратят большие суммы на сувениры и сладости в отельных магазинах. На самом деле, если соблюдать элементарные меры предосторожности, бояться нечего. Турция – современная и совершенно не криминальная страна. За порядком в туристических местах следят очень внимательно. Полезно знать, что практически на любом курорте рядом есть магазины, супермаркеты, аптеки и базары. И цены там зачастую в несколько раз ниже, чем в торговых лавках при отелях. Да и выбор качественных товаров всегда будет больше. А вот при отеле могут продавать то, что лежит месяцами. Ошибка номер 5 – не посмотреть, что находится рядом с отелем. Красивый отель в Турции – это еще не все. Если вам нравится гулять, то стоит заранее изучить, что есть за пределами территории. При выборе отеля посмотрите карту района и отзывы туристов. Если вы не сделаете это перед поездкой, то можете оказаться в ситуации, когда вам будет вообще некуда выйти. С одной стороны пляж, с другой – оживленная трасса. И если еще и территория отеля окажется маленькой, то вы будете разочарованы окончательно.
Также стоит проверить, есть ли рядом магазины, аптеки и автобусные остановки. Все это может оказаться полезным во время отдыха в Турции. Ошибка номер 6 – переложить всю ответственность на турагента. Один из главных страхов, который часто приводит к испорченному отдыху – боязнь брать на себя ответственность в выборе тура и перекладывать все на плечи турагентов. Неопытные туристы порой думают, что так будет проще. Пришел, озвучил свои предпочтения и отдал деньги. Но это часто оборачивается проблемами. Например, есть так называемые турагенты на диване. Они путешествуют даже реже своих туристов и подбирают отели просто по описанию в интернете. И потом вы оказываетесь совсем не там, где хотели. Райская картинка, которую вам пообещали, оказывается ужасной. Просто потому, что продавец туров не знает ни район, ни реальный уровень отеля, ни качество питания. А иногда турагенты настойчиво предлагают вам какой-то отель только потому, что должны его продвигать. Я бы посоветовала выбирать туры самостоятельно и в спокойной атмосфере, когда на вас никто не давит, никто ни к чему не склоняет. Спокойно сравниваете цены, читаете об отелях, потом сами ищете обзоры в интернете или читаете отзывы туристов на Top Hotels или Google картах. В описании под видео я оставлю ссылку на надежный сервис, мое видео с инструкцией по самостоятельному бронированию и классные промокоды на любые отели в любых странах. Попробуйте, справится даже новичок! Ошибка номер 7 – везти с собой много еды. Еда в большинстве турецких отелей с концепцией «все включено» – это не только 3 основных приема пищи, но и постоянные перекусы. Остаться голодным здесь очень сложно. Есть такие отели, где что-то съедобное можно найти даже ночью. Трудно отыскать туриста, который бы голодал в Турции. Но если вы на самом деле очень переживаете, то возьмите пару протеиновых батончиков. Они могут пригодиться в дороге или в аэропорту. А вот в отеле ваша еда только испортится, либо зря займет место в чемодане. На обратную дорогу всегда можно собрать перекус в ресторане. Предупредите сотрудников, они не откажут. Ошибка номер 8 – стесняться пользоваться системой «все включено». Не бойтесь заказать второй напиток или взять еще один десерт. Это совершенно нормально. Но туристы-новички порой все равно переживают и не заказывают то, что действительно хотят. Главное не оставлять на своих тарелках горы несъеденной еды, потому что это некрасиво. Лучше взять меньше, а потом сходить за добавкой. Но урезать порции и стесняться точно не стоит. Поверьте, бармену все равно, сколько раз вы подойдете к нему за кофе или коктейлями. Он затем и стоит, чтобы наливать вам напитки, за которые вы, кстати, заплатили. Ошибка номер 9 – покупать экскурсии у отельного гида. Перед покупкой стоит сравнить цены и отзывы. Иногда разница оказывается весьма существенной. Цены на экскурсии у представителей туроператоров почти всегда заметно выше. При этом туры проводят одни и те же турецкие агентства. В результате вы точно окажетесь в автобусе с теми, кто заплатил вдвое меньше вас, и сильно расстроитесь. Ругаться с гидом потом будет бесполезно. Поверьте, я не раз была свидетелем таких ситуаций, и они никогда не решались в пользу туристов. В описании под видео оставлю ссылку на проверенный российский сайт для бронирования экскурсий по приятным ценам, которым пользуюсь я сама и многие мои подписчики. Ошибка номер 10 – бояться ехать без знания иностранных языков. Во многих популярных отелях Турции сотрудники понимают русский язык, поэтому языковой барьер обычно не становится проблемой. Часто трудности в общении возникают только с горничными, так как не все они учат иностранные языки. Если вы переживаете, используйте голосовой переводчик в своем телефоне. Вы говорите в него на русском, а он автоматически переводит ваши слова на английский или турецкий. Таким же способом можно перевести ответ сотрудника отеля, которого вы не понимаете. Так что вы вполне можете поехать на отдых в Турцию, не зная ни одного иностранного слова.
А чтобы выбрать хороший отель для отдыха в Турции, заходите ко мне на канал. Я сняла большое число обзоров и регулярно выпускаю тематические подборки. До новых встреч!